Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Нашел интересную статью в армянском издании. Азербайджан стреляет, ЕС фиксирует, Пашинян дает интервью самому себе. Но это все, что сейчас происходит на границе Армении и Азербайджана. Там раньше в Праге состоялась встреча Ильхама Алиева с Пашиняном. Много говорили, рассуждали о мире. Ну, как бы сказать, о подписании договора. И вот что здесь пишут вообще армянское издание. В рамках поддержки Вашингтонского плана по признанию Карабаха в составе Азербайджана Никол Пашинян организовал антироссийскую истерию. Параллельно этому распространялась мысль о том, что Запад обеспечит безопасность Армении. Затем при посредничестве с Шарлем Мишелем и Макроном в Праге состоялась очередная встреча Пашинян-Алиев. Там Никол согласился признать Карабах частью Азербайджана. Ну, Пашинян не скрывает, что Карабах это Азербайджан, он уже много раз заявлял. Ну, и там пытались договориться, чтобы как о мирном дружбе, существовании, подписании договора. Ну, эта встреча, армяне пишут, ничего не решает. В Праге было также решено отправить наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанскую линию соприкосновения войск. Алиев на это не согласился. Он сказал, что наблюдатели могут прийти только с территории Армении, мониторить, сколько им влезет. Николовцы преподносили приезд наблюдателей ЕС в Армению как мощную победу. Преподносили так, как будто эти наблюдатели обеспечили бы нам мир и безопасность. Ну да, в Армении рассчитывали, что раз после такой встречи лидеры двух стран там подписали договоры, что не будет больше стрельбы, что будут эти голубые каски или миротворцы ЕС, все успокоится, ни хрена не помогло, вот армяне пишут. Наблюдатели ЕС приехали, но Азербайджан продолжает стрелять, пишут армяне. Азербайджан продолжает стрелять. Клиент Никола по особым поручениям Эдмон Марукян гордо пишет о том, что наблюдатели хорошо документируют азербайджанские нападения на Армению. И что из этого? Запад пошел после этих агрессий воевать с Азербайджаном или его старшим братом Турции? Конечно, нет. А может, Запад применил в отношении Баку санкции? Снова нет. Но не дураки же они, чтобы ставить под угрозу газовое соглашение, предпринимая шаги против Азербайджана. В общем, смысл такой. Стояла встреча, подписали договоры, будет стоять миротворцы ЕС, стрельбы больше не будет. А хрен вам, пишут армяне. Как стреляли азербайджанцы по армянам, так и стреляют везде, и в Карабахе, и на территории вот тут. Так что Ильхам Алиев, говорит, продает газ сейчас на миллиарды долларов в Европе. А что, они дураки, типа, отказываться от соглашения, от прибыльного, как сказать, бизнеса с Азербайджаном. И Азербайджан будет дальше стрелять, обстреливать этих армян. И говорит, а что смысл этих встреч тогда? Зачем вот нахера они все встречались тогда в этой Праге четвером, говорит. В общем, армяне открыто в лоб пишут. Ну и вот еще один тут. Есть такой депутат парламента Артур Казинян заявил, в Сочи Путин защищал Карабах от Пашиняна и Алиева. В общем, остался один верный друг у карабахских сепаратистов, это Владимир Путин, на него вся надежда. В общем, Пашинян сдал Карабах, Ильхам Алиев хочет как бы вернуть эти земли назад, а один Путин борется. В общем, это заявил бывший депутат парламента Артур Казинян. Вот он на фотографии, видите, такой задумавшийся, такой что-то подозревает про Путина нехорошее. По его словам, карабахцы продемонстрировали, что без их участия не должны обсуждаться и приниматься решения об их будущем. Эти решения просто не будут признаваться Карабахом. Эта ситуация стала существенной, как бы сказать, во время встречи, когда встречались Путин, Алиев, Пашинян. По сути, на трехсторонней встрече в Сочи Путин защищал Карабах от Пашиняна и Алиева. В общем, Пашинян сдал, а Путин Грузию на Карабах бросился. Не отдам я Ильхаму Алиеву Карабах. В реальности именно он прилагал усилия для того, чтобы право Карабаха на самоопределение в какой-то степени было закреплено, считает он. Как сообщает издательство, Казинян уверен, что продвижение
интересов Карабаха исходит из интересов самой Москвы, поскольку принятие российского варианта урегулирования продлит пребывание миротворцев в Карабахе, сохранит уровень влияния России, ее присутствие и, соответственно, геополитические интересы на Южном Кавказе. Ну да, Путину, конечно, базу на Южном Кавказе терять такую шикарную, тут он командует парадом, базы в Гюмри, тут база в Барде. Тут уже все у него, тут российские войска везде. Что он идиот, уходить, чтобы американцы сюда залезли. Да не, он не дурак, конечно. И он имеет, да, политические интересы на Южном Кавказе. Я всегда исхожу из интересов, когда пытаюсь понять, чего хочет тот или иной центр, типа, да. Вот, окончательное решение вопроса приведет к последующей полной потере Южного Кавказа для России, это точно. А это геополитическое самоубийство, точно. Поскольку в итоге может быть чревато потерей и Северного Кавказа, заявил Казинян. Эти есть армяне такие, не дураки. И говорит, что Путин один будет нас, Карабах, спасать. В общем, все хотят типа сдать, Пашинян хочет, Ильхам Алиев, под контроль вернуть свои земли, а Путин будет до последнего российского миротворца, у него там 1960. В Украине пустил в утиль уже 80 тысяч, говорит, но здесь, говорит, он зубами вцепился, не отдаст. Ильхам Алиев, думаю, в следующем году уже будет продвигать свои эти вооруженные силы внутрь и по чуть-чуть выдавит всех этих карабахских армян сюда, в район Ханкинди. Потому что он терпеть уже не будет. Сейчас договор не будет подписан до Нового года с Пашиняном. Все, начнется полномасштабное наступление. Это мое такое мнение. И вот Шурин Пашиняна заявил, Армения была агрессором в ходе Первой Карабахской войны. Видите, Шурин Пашиняна, видите, признался, что Армения это агрессор. Вот он, видите, Шурин сидит, Пашиняна такой лохматый. Так, армянская сторона была агрессором в ходе Первой Карабахской войны. Об этом в интервью журналистам заявил депутат, отправивший в Армении фракции гражданский договор Шурин, премьер-министр Никола Пашиняна, Грачи Акопян. Это Грачи Акопян, вот он, как выглядит. Он также сравнил действия Армении в те годы с нынешними действиями России в Украине. Ну Россия агрессор сейчас в Украине, да. Типа считается это, да. А теперь, значит, раньше Армения была агрессором и напала на Азербайджан. Так, ну и вот тут последняя новость. В Армении стали что-то там на границе свои солдаты стрелять других и убивать. Вот. В Армении солдат застрелил сослуживца на боевой позиции. Не первый раз информация проходит каждый месяц. Кто-то кого-то стреляет. Там, не знаю, почему они решили там друг друга все эти, как сказать, военнослужащие расстреливают. Или они конфликтные люди, или у них там нервы на исходе. И, в общем, и вот сейчас застрелили одного тут тоже. В Армении солдат застрелил сослуживца на боевой позиции, сообщает Министерство обороны страны. Отмечается, что 15 ноября на боевой позиции в одной из воинских частей в результате выстрела, произведенного в сторону сослуживца, погиб рядовой Ваге Овсепян, 2002 года рождения, 20 лет было солдату. Ведется расследование. Говорю, там и не надо уже будет никакой войны, армяне сами друг друга перестреляют уже на границе. И они хотят, говорит, мы будем защищать, набирать этих срочников, контрактников. А как их там набирать, если они сами себя стреляют? Так как они будут? Они там все друг друга перестреляют. У них, видно, там уже сдают нервы. Ну, конечно, там дежурить, ждать там выстрела азербайджанского снайпера, на нервах сидят в окопах, там, может, все ругается, ссорятся, и потом начинают друга и расстреливать от этих перебранок. Ну, такая ситуация. В общем, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.